Привет, друзья! С вами снова канал Небеглый. И мы продолжаем говорить без лжи, без страха, без цензуры. Прошедшую неделю в белорусской эмиграции можно охарактеризовать одной фразой – испанский стыд. И даже не знаю, за что больше стыдно – за конференцию «Новая Беларусь», за концерт Макса Коржа, за оправдание Светланы Тихановской по поводу получения денег от режима или очередные фейлы Сергея Тихановского. Очень хотелось, чтобы к 5-й годовщине несостоявшихся перемен белорусы наконец-то реально сплотились вокруг той самой общей цели, которая объединила нас в 2020 году. Но реальность такова, что сейчас мы разъединены как никогда. И случайные люди, всплывшие на демократический Олимп, продолжают нас разъединять. Пока настоящие герои продолжают сидеть в белорусских тюрьмах или приходить в себя после белорусского ГУЛАГа. Но обо всем по порядку. А пока что проверьте, подписались ли вы на наш канал. Не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями. А после просмотра оставьте свой комментарий и поддержите нас лайком. Только благодаря вашей поддержке наш канал сможет развиваться. Ну что ж, поехали. В начале недели все внимание белорусов было приковано к событиям 5-летней давности. Пропаганда режима анонсировала суперразоблачительный фильм, назвав его «Бомбой», которая похоронит демсилы в эмиграции. Пропаганда на то и пропаганда, чтобы раздувать из мухи слона. Но тем не менее, какие-то ожидания от этого сюжета были. И связаны они в первую очередь с тем, что белорусы так и не получили ответы на вопросы от самой Светланы Тихановской. Вопросы о том, что же все-таки происходило в кабинете Ермошиной в августе 2020 года и какими были реальные обстоятельства выезда Тихановской из Беларуси в Литву. Скажу сразу, сюжет ОНТ не впечатлил. Тот случай, когда анонс оказался намного сильнее, чем непосредственно фильм. Но, по крайней мере, мы получили ответ на один вопрос. Деньги Тихановская от Лукашенко все-таки получила. И самый главный вывод из этого не сам факт получения этих денег, а то, что Тихановская все это время врала. Уже несколько раз в интервью и даже на встречах с бывшими политзаключенными она утверждала, что никаких денег не было. А реальность оказалась другой. И о каком доверии может идти речь в таких условиях? После сюжета ОНТ Тихановская заняла другую позицию и начала оправдываться. Это тот случай, когда оправдания оказались еще хуже самого факта получения денег. Официальная версия произошедшего несколько раз корректировалась. В итоге решили белорусам преподнести версию, что Светлане было попросту стыдно. Как говорится, понять и простить бедную женщину. Сначала от этой версии было даже смешно. Но когда офис начал свою версию произошедшего еще и сопровождать подробностями, то стало уже не смешно. Куча нестыковок и откровенной лжи. Вот что получилось в итоге. Для думающего зрителя все очевидно, и ему не нужно ничего объяснять. Факт остается фактом. Тихановская врала и продолжает врать. Поэтому можно только предполагать, о чем еще нам не рассказала так называемая лидерка. И как она может при этом оставаться лидером демсил, для меня непонятно. Ну, а ярым адептам офиса можно в принципе преподнести любую версию. Они готовы верить и не в такие небылицы, и продолжать носить на руках свою первую леди.
Но надеюсь и даже уверен, что данный факт финансовых взаимоотношений между Лукашенко и Тихановской будет расследован соответствующими органами здесь, в Европе. Естественно, на защиту первой леди встал и первый джентльмен, который по-прежнему свято верит в святость своей супруги и не допускает ни единой критики в ее адрес. Вот только непонятно, он действительно так считает или это часть игры, в которую включился Сергей Тихановский? Вторая часть пропагандистского ролика и вовсе разочаровала. Я сейчас про ту часть, где Латушка обвиняется в желании сжечь объединенный штаб. Нет, я не хочу обелять Латушка, но те якобы доказательства, которые показали нам пропагандисты режима, не выдерживают никакой критики, поэтому и не заслуживают особого внимания. Теперь немного про конференцию «Новая Беларусь». Ее началу предшествовали отказы независимым СМИ и блогерам в аккредитации на мероприятии. В качестве причин указывалось, что не хватает мест. При этом уже после отказа реально независимым авторам, среди которых в том числе бывшие политзаключенные, офис продолжал активно зазывать на данное мероприятие. И если канал «Небеглый» еще до получения отказа решил не посещать данную конференцию после изучения ее повестки, то народный репортер Сергей Петрухин решил не оставлять своих зрителей без репортажа. Посчитав, что в Польше демократические правила и законы работают, Петрухин даже заручился доверенностями от 2 белорусов, которым подтвердили участие в конференции. Забегая вперед, скажем, что это не помогло. Видимо, там, где управляют нынешние так называемые лидеры демсил, порой не до законов, как и у их шефа. Тот факт, что Сергея Петрухина не пустили на конференцию, нас не удивил. Франаку Вечерке, которому нужно сформировать перед западными донорами картинку единства и полного доверия, такие критики на конференции не нужны. Да и как показывает практика, подход порой не до законов с белорусами работает. Его использовали в 2020 году режим Лукашенко, и его последователи в белорусской эмиграции решили не изобретать велосипед. Возмущает даже не сам факт того, что Петрухина не пустили на конференцию. Возмущает реакция тех, кто вроде как должен защищать интересы и бывших политзаключенных, и независимых журналистов. Вот перед нами конкретный факт нарушения прав белоруса, бывшего политзаключенного, независимого блогера и члена Координационного совета. Ни одна из ассоциаций бывших политзаключенных не высказалась по этому поводу и не защитила права бывшего политзаключенного. Ни одно из типа независимых СМИ или представителей Белорусской ассоциации журналистов не возмутило очевидным фактом нарушения прав журналистов. Ни один из руководителей КС и фракций не высказался о вопиющем факте недопуска на мероприятие члена Координационного совета. Так может, эти организации пора переименовать? И к их названиям добавить конкретные фамилии тех, кого они обслуживают. Например, Баб-Доволи именем Латушка или Белорусская ассоциация журналистов имени Вечерка или Координационный совет имени... тут вообще вариантов много. Хочешь Машенского, хочешь Мельниковой, хочешь того же Латушка. Чтобы простым белорусам было проще ориентироваться, надо отдать должное Сергею Петрухину. Он все-таки провел репортаж у входа на конференцию. Тот случай, когда на улице было интереснее, чем на самом мероприятии. Об интересе белорусов конференции «Новая Беларусь»
Хорошо говорит количество зрителей, которые смотрели его онлайн. Ведаеце, і хочу звярнуць увагу, што зараз нас глядзіць 38 беларусаў. Тысяч? 38 беларусаў. І мне здаецца, што гэта ацэнка, напэўна, эффектыўнасці всей нашай стратэгіі. Это и есть честный показатель народной поддержки нынешних лидеров Демсил. Понятно, что при наличии монополии на ресурсы и СМИ можно и не заморачиваться вопросами поддержки у простых белорусов. И здесь эти так называемые лидеры снова копируют своего усатого вдохновителя. Поэтому в нынешних условиях я считаю, что белорусам необходимо подготовить коллективное обращение в структуры Евросоюза, в правительства европейских стран, США и Канады с просьбой проверить деятельность, в том числе грантовую и финансовую, белорусских так называемых демократических структур в эмиграции. Что ж, теперь немного о самой конференции. В этом дайджесте мы решили не останавливаться подробно на ней. Возможно, мы в ближайшее время запишем отдельное видео, если время все-таки будет, изучить все материалы этой конференции. А пока что поделимся общими впечатлениями и конкретными наблюдениями о том, что удалось увидеть и услышать. Светлым пятном на этой серой конференции была панель, где шла дискуссия между представителями различных фракций Координационного совета. В кои-то веке с обоснованной критикой КС, ОПК, НАУ, Офиса и в целом Демсил высказался не только Сергей Петрухин. Видимо, начинают открываться глаза или просыпаться совесть и у других народных представителей. В данном случае речь идет о Елизавете Прокопчик и Александре Кныровиче, которые подтвердили то, о чем критики Офиса, в том числе и канал «Небеглый», говорили давно. Вышеуказанные члены КС четко указали так называемым лидерам, что 5 лет идет одна и та же болтовня. Одни и те же хвалебные песни самим себе. И все меньше на повестке дня звучит освобождение Беларуси от диктатуры или реальные проблемы белорусов. Позже к словам Кныровича и Прокопчик присоединился господин Ромашевский. Но он решил сделать это без демарша в виде покидания панели. Как говорится, гибкость – одна из важнейших черт политика. Надеемся, и остальные представители Демсил начнут в скором времени прозревать. Хотя бы по той простой причине, что становится все более очевидным, что дни Офиса и его соучастников сочтены. И когда волна смоет эти псевдодемструктуры, то она затронет и тех, кто был с ними заодно. Время раскаяться еще есть. Мы, конечно, не будем давать прогнозов в стиле Тихановского и обещать, что это произойдет через 3 недели или 100 дней. Но процесс идет, и результат неизбежен. Но белорусам надо понимать, что для завершения процесса нужно приложить усилия каждому из вас. Ну, и раз мы вспомнили о Сергее Тихановском, то обсудим и его высказывания, сделанные на этой неделе. Полностью цитировать не будем. Лишь напомним, что сокрушительный удар по режиму Лукашенко отменяется. Тихановский меняет дедлайны этого удара, который сам же и устанавливает, как перчатки. Как там говорится, мужик сказал, мужик сделал. Если мужик не сделал, то мужик еще раз сказал. Предыдущие 3 недели, 100 дней и даже полгода больше не ориентиры. Теперь поставлена новая дата – 9 августа 2026 года. Вот теперь я Сергею Тихановскому точно верю. Ведь он так и сказал, что он не какой-нибудь там балабол, в отличие от Лукашенко. А теперь
рубрика для тех, кто по-прежнему верит в то, что вот придет честный Сергей Тихановский, разберется во всех хитросплетениях офиса и наведет порядок. Уже очевидно, что он в основном разобрался, как там все устроено. А если что-то не понял, то жена и ее старшие советники объяснили. И выбор у Сережи невелик. Либо он соглашается играть по их правилам, либо можно остаться ни с чем. Я думаю, не надо объяснять, какой выбор сделал Сережа. Тот, кто имеет отношение к деньгам, он должен понимать, что если кто-то дает деньги, то он за эти деньги сам и спрашивает. Если бы вы давали какие-то деньги офису, вы бы имели полное право что-то спрашивать у них. Но если у них есть какое-то финансирование из каких-то европейских, там, не знаю, или американских фондов, то и спрашивают хозяева денег. Еще одно однозначное фиаско для белорусов в эмиграции – это концерт Макса Коржа, который прошел 9 августа в Варшаве. Тут тебе и бардак, который устроили его фанаты накануне и уже во время концерта. Тут и, в принципе, недоумение, вызванное вопросом. Как человек, который пытается усидеть на двух стульях, в принципе, мог организовать концерт в Европе? Да и непонятно само желание послушать песню «Жить в кайф» в 5-ю годовщину, когда в твоей стране не прекращаются репрессии и убийства несогласных. Видимо, значительная часть белорусов, получив под шумок протестов европейский ВНЖ, решили перевернуть страницу и пожить в кайф. А политзаключенные и репрессии – ну так это же где-то там, за границей. Типичная позиция того, чья хата с краю. Ну что ж, пусть тогда не удивляются, когда польская сторона начнет депортировать за поведение на концерте. Как там сказал их кумир? Политика – это политика, а простые люди – это простые люди. Так вот, напомним, что среди этих простых людей, по нашей информации, уже более 200 уголовных дел. И это только из-за слива Гаюна. Того самого Гаюна, который наши так называемые лидеры Демсил преподносят как один из успешных проектов за 5 лет борьбы. Но тут они, скорее всего, не соврали. Потому что конкретно для них – чем больше политзаключенных, тем больше шансов получить деньги от доноров. И такие проекты, как Гаюн, ЧКБ или план Пирамога, для них действительно успешны. Потому что помогали им повышать свое благосостояние. Ну и в конце нашего дайджеста еще об одном успехе наших так называемых лидеров. Успехи в кавычках, конечно. И о таких успехах не принято рассказывать на конференциях. О них рассказывает сама жизнь. На очереди еще одни ухудшения для белорусов, теперь связанные с признанием документов в Польше. Теперь некоторые документы нужно предоставлять с апостилем Министерства иностранных дел Беларуси. И белорусам надо четко для себя понять, пока мы будем делать вид, что нас это не касается, и позволять политическим аферистам выступать от нашего имени, ничего не поменяется. Большинству так и придется с трудом выживать в вынужденной эмиграции, а офисные мошенники продолжат превращать в личный капитал трагедию белорусов. В наших силах это остановить, но только сообща. Думайте. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Оставляйте свои комментарии и лайки. Делитесь видео со своими друзьями. Подписывайтесь на наш канал сами и рекомендуйте его другим. С вами был канал Небеглый. Скоро увидимся.